Ты никак не можешь избавиться от порнозависимости и онанизма? Подсажен как на иглу? Ты застрял в этом болоте? Или практикуешь половое воздержание, но снова срываешься? Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, какие уровни необходимо пройти, чтобы полностью побороть эту зависимость и убрать ее из своей жизни навсегда. Я тебя приветствую. Ты на канале «Путь к себе». Уже ни для кого не секрет, и многие знают, что избавиться от онанизма очень сложно. Но если правильно выстроить стратегию избавления и пройти все уровни зависимости от этого недуга, то вполне реально полностью перестать дрочить навсегда. А какие это уровни и как их пройти, ты узнаешь прямо сейчас. Первый уровень – физическая зависимость. Когда ты принимаешь решение полностью избавиться от мастурбации, то, скорее всего, ты где-то узнал о практике полового воздержания. У тебя возникает искра надежды от избавления от этой тюрьмы. Ты пробуешь воздерживаться, но случается первый срыв практики, затем второй, потом третий. Идут года, один за другим, и все происходит по замкнутому кругу, а зависимость так и остается. И снова ты сорвался. Почему это так? Давай начнем сначала. Когда ты только начинаешь воздерживаться, а это обычно после десятков лет онанизма, то у организма еще сильная зависимость на физическом уровне, и твое тело требует, чтобы ты взялся за привычное дело. За годы зависимости твой организм сильно привыкает к этому пагубному делу, и это становится частью тебя. И, конечно, первое изменение, которое ты ощутишь в своем организме, это желание близости к противоположному полу или к онанизму. И тут дело в том, что организму не важно, какой выбор будет сделан, какой из вариантов наиболее доступен, к такому он не будет подталкивать. А главное – это сделать. Навязчивые мысли сексуального характера начинают сильно лезть в голову и провоцируют на срыв. Повсюду, куда ни посмотришь, или что не услышишь, так и всплывают сексуальные образы из твоего накопленного опыта за годы зависимости от похоти. Не ведись на это. Это ложная провокация, это дофаминовая ловушка, а срыв – это самообман. Что могу посоветовать, чтобы ты не сорвался? Но только одно – перетерпеть это состояние, и со временем организм будет отвыкать от этой зависимости. Мужчины, которые практикуют воздержание уже не один год, знают, что после срыва практики пройти физическую зависимость оказывается непросто, но в то же время не настолько сложно, как впервые после непрерывных годов дрочки. Куда сложнее пройти другие уровни, потому что соблазнов повсюду очень много. Но может ты уже знаешь, что я придерживаюсь такого принципа, что сложно, но можно. И еще, чтобы легче пройти первый уровень зависимости, не забывай придерживаться правил чистого воздержания. Второй уровень – зависимость на уровне сознания. Когда ты преодолел первый уровень зависимости, то начинаешь понимать, что и без онанизма можно спокойно жить, и еще в десятки раз лучше. Но когда сознание увидит возбуждающие триггеры, то ты быстро можешь принять решение о срыве, хотя не ощущал в этом необходимости на физическом уровне. Посмотри вокруг. Как ты раньше жил? Где искал возбуждающие картинки и видео? Как твои глаза искали интересующие части тела девушек? И как, в общем, ты создал среду с возбуждающими триггерами? Все надо изменить кардинально. Конечно, вначале тебе надо перестать смотреть порно и эротику. И это важное первое правило. Не трогать руками. Второе правило. Не засматриваться на интересующие части тела девушек. Третье правило. Не разговаривать с ними на интимные темы. Четвертое правило. Сублимировать свою энергию. Пятое правило. И так далее. В общем, снова тебе в помощь видео о правилах чистого воздержания. Сейчас на него будет ссылка в правом верхнем углу экрана. Ты должен добиться такого состояния, что твое сознание в любых ситуациях должно понимать, что срыв – это пагубное дело и урон для организма. Несмотря ни на что, и даже когда ты остаешься наедине,
то у тебя не должно возникать в сознании желание заняться онанизмом или включить порно. Только тогда можно сказать, что ты успешно прошел и второй уровень зависимости. Скажу по себе, что я успешно уже этот уровень прошел. Но какие еще трудности у меня остались, расскажу чуть позже. И самое главное, не забывай, что пройти уровень – это только половина дела. Важно еще придерживаться пройденного уровня. А это значит не нарушать правила чистого воздержания и жить с новыми установками, что онанизм – это вред, что разрушает твою жизнь. Новые убеждения должны стать новой программой, что тобой управляет. Третий уровень – зависимость на уровне подсознания. Самый сложный уровень, чтобы его преодолеть. Вот скажу сразу, что я нахожусь именно на этом уровне и пока его полностью еще не прошел. Как всегда, я тебе говорю откровенно и честно. Почему этот уровень настолько сложный? Все дело в том, что в твоей памяти откладываются все возбуждающие сцены и персонажи из порнофильмов и никуда не уходят. Я уже это рассказывал в видео, что стереть из памяти порно невозможно. Если ты не смотрел, то ссылка на него в правом верхнем углу экрана. И наше подсознание можно сопоставить с памятью. Все возбуждающие видео никуда не исчезли, а только отошли в архив. Но этот архив никуда от тебя не делся, и ты его носишь с собой постоянно. Представь, что все возбуждающие триггеры – это огромное помещение с мебелью и полочками, в каждой из которых хранится сцена с персонажами из порнофильма. Любой возбуждающий сюжет. Вот если можно было бы этот архив сжечь и забыть о порно навсегда, но у нас нет такой кнопки. В памяти находится абсолютно все, что происходило в нашей жизни, а наиболее ярко запоминаются те события, которые вызывали сильный интерес и потрясение. Именно порно таким и является. Так вот, даже если ты будешь придерживаться всех правил чистого воздержания, то в любой момент из подсознания могут всплыть возбуждающие триггеры. Вдобавок ты еще начнешь фантазировать, что в итоге может повлечь срыв практики. У меня происходит так, что когда я бодрствую, то никакого риска срыва нет и не было в этом состоянии именно с момента, когда я начал практиковать воздержание. Но как только стоит уснуть, то уже, как говорится, 50 на 50. Я могу проснуться от того, что руки сами уже прикасаются к тому, к чему не следует. Приходит возбуждение, и если я не встану с постели, то так и произойдет срыв. Или могу проснуться от возбуждающих триггеров, и пока еще полностью не перешел в бодрое состояние, то тоже возможен срыв. Во сне я не могу контролировать ни свои желания, ни свои действия, а контролирует меня именно подсознание. Так же происходит и у тебя. Во сне мы наиболее уязвимы. Наша воля ослабевает, и тут похоть может взять власть над нами. И здесь сознание не успевает подключиться. А все начинается уже с действий, когда ты уже чувствуешь возбуждение и находишься на краю пропасти. Сколько долго я уже с собой боролся, но понял, что подсознание не победишь. Его можно только перепрограммировать, и я уже изучаю материал по этому вопросу, а когда добьюсь результатов, то обязательно с тобой поделюсь. Также я буду рад, если ты поделишься своим опытом по вопросу работы с подсознанием, практиками очистки от негативных установок и как это подсознание перепрограммировать. Я верю, что когда удастся полностью пройти третий уровень зависимости и разобраться в вопросе, что там происходит с подсознанием, то я избавлюсь от этой зависимости навсегда, чего я тебе искренне желаю. Ты, дорогой друг, можешь у меня спросить, что же ты рассказываешь, если сам еще не избавился? Я тебе отвечу. Я даю рабочую методику. Эти советы реально помогают. Не думай, что я как автор канала воздержания идеален. Я такой же, как и многие, кто был зависим. Но я не опускаю руки и всегда стараюсь воздерживаться как можно дольше. А моя цель – это избавиться от онанизма навсегда. В принципе, я свел срывы к минимуму, и если у тебя так получится или уже получилось, то ты красавчик.
Это во много раз лучше, чем сливать каждый день раз за разом. Тогда откуда брать энергию для жизни? Если для тебя это видео было полезным, то как всегда, не забудь поставить лайк и подписаться. В следующем видео я расскажу еще больше и поделюсь с тобой опытом. Желаю тебе успехов на пути воздержания. Всем пока!